Доброе утро. Вот голубой город Шефчауэн, который построен между двух врагов. В 15 веке из Испании бежали арабы, когда их выгоняли, и евреи тоже, кстати. И вот они строили, когда здесь поселения начали строить дома и красить их в голубой вот такой приятный цвет. Это вот наша гостишка, флаг марокканский. Наверное, вот одно из самых красивейших мест, которые я видел, хотя и третье город по счету, но я думаю, что здесь... Идем гулять по тому же маршруту, что мы вчера гуляли. День уже какой у нас? Третий. У нас второй, у ребят третий. У ребят третий, ну вообще в программе. И потом едем в город Фес. Все, показываю вам уже вот так вот. Температура 8 часов, температура 15 градусов. Ну, нормально. Я даже позволил себе шорты одеть. Ну, уже с утра ансамбль какой-то. 1471 год. Испанцы заложили. Хочешь переночевать здесь? Я хочу к Ричарду. Ничего. Для них женщины как ослицы. Тебе видят сбежавшую ослицу. Месье, Уи, в пустыне очень жарко. будет не в моготу. Поймете. Ну, мерси. Прости мне мою печаль, позволь мне немного слез. Ты скажешь, что между нами все было не всерьез. Уйдет на сегодня боль, но завтра вернется вновь. Я знаю, что это была любовь. Не только здесь, но вообще в Марокко снималось и снимается очень много фильмов. Вставлять отрывки из клипов, фильмов, связанных с конкретными местами, мне показалось неплохой идеей, но решать вам. Даже развалины те крашеные, все хорошо. Белый город застыл между ночью и днем. Он тебя отпустил, и стало в сердце моем холоднее пустоты. Без тебя, душа моя, этот город, как ты, стал чужим для меня. Как я уже говорил в конце предыдущей первой части фильма, название Шефчауэн состоит из двух слов «Эхуэн рожки» и «Шеф смотреть». Получается «посмотри на рожки», что отражает две горные вершины, возвышающиеся над окрестностями. Сильнейший импульс к развитию города придал указ королевских величеств от 1492 года об изгнании из Испании тех евреев и мавров-мусульман, которые до 31 июля этого же года откажутся принять христианство. Они-то и сформировали внешний вид города по образцам своей родины, Андалузии. А синий цвет является самым близким к цвету неба, напоминающим им о Боге, или же является цветом Средиземного моря. Сегодня евреев здесь уже практически не осталось, но местные жители продолжают традицию регулярно обновлять стены свежей краской, так как это служит мощным импульсом для развития туристической индустрии. А в Иране у них на каждая дверь два замка. То есть вот дверь, и у них один
Один замок. Один наперед. Мужской с какой палкой, а другой с... Это у нас здесь. Да, тоже, да? Марракеш, покажу, конечно. У нас две. Ну и бывает одна внизу, одна наверху. Наверху это мужская. Мужики могли приехать, например, на лошади, на так. всё. Ему удобно. И звук внутри же будет другой. Мужчина должен подниматься, открывать дверь. А когда вот нижний это дети или женщины. Шеф Шавен, это между гор? Между рог. Между рог. А марокканцы ее называют просто, чтобы коротко, шаун. В Марокко все города у побережья найдете. Арукари, да? Сауэра полностью украшается такие арукари. И они когда высокие будут, когда растет, они как юль. Вообще они убежали сюда, как священники они были. Евреи? Нет, марокканцы. Что пишут у нас историю. И здесь организовали свои даже свою суфизм был здесь, много чего. Течение, Да, понятно. течение. Но много пишут, что евреи тоже были с ними. Я И это просто докажу, спросил. у нас всегда мусульмане были Вот. с евреями, вообще дружили. А синагоги здесь Помогли нет. друг Вот, другу. чтобы, вот, ну, Нет, вообще синагоги. только одни мечети. Только одни мечети. You think I'm crazy, but I know I am. Losing your patience, I already have. Don't try to change me, I'm just the way I am. Don't try to save me, 'cause I can't be saved. Тот самый синий священный цвет тхелет, имеющий нежно-белый синий тон, максимально приближенный к белому, которым были окрашены дома в древности, добывался из редких сортов моллюсков, но его древняя рецептура затерялась в веках. Сейчас город окрашен красками на базе искусственных красителей. Хитрые китайцы, корейцы вышли тоже пораньше, чтобы без народа. Накину еще пару практичных версий покраски. Во-первых, этот цвет отпугивает москитов, которых в округе целое полчище. Во-вторых, в регионе яркое солнце светит круглый год, а белый цвет плохо сказывается на зрении, поэтому здесь решили окрашивать все в холодный синий цвет. Дерево очень старое, оливковое дерево. Надо набраться энергии, как у меня есть товарищ один, Don't Димарик. try to 650 please лет, да? me. Not sure that you can. Don't get me started, babe, 'cause this is the end. I keep falling under all this Трудно pressure. представить, но город до 1920 года для иностранцев был закрыт, особенно христианам, которым грозил смертный приговор, если они осмелились проникнуть внутрь. I got all these voices on repeat, singing me to sleep. Better off waking me close, keep calling each other. You might think I'm slipping in too deep. This is what I need. Better off waking me close, keep calling each other. Есть еще одна причина, почему сюда тянутся туристы. Город известен как центр региона плантации марихуаны на севере страны. Марокко входит в число ведущих мировых производителей гашиша. Несмотря на то, что в 1956 году с обретением Марокко независимости король Мухаммед V запретил каннабис по всей стране. А тут кожа пахнет, тут правда кожа пахнет по-другому, потому что ее отстаивают в бочках с мочой. Нет, вранье? В чем отмачивают-то? Я говорю, Голубином поймете. Нет, прям такой запах прям. Ты говоришь, в чем? отходы от голубя. От голубя? Да, отходы, в них есть как аммиак. То есть не в лошадиной моче, а отходы, Нет, я нет, понял. нет. И то, что строят дома у них одного цвета с землей, тоже вранье. Я назову фильм «Разрушитель мифов». Вопрос один. Где ты эти источники берешь? Неважно, люди тоже могут нарваться на эти источники, а я буду это все опровергать, пресекать на корню. Смотрите мои фильмы, они правдивые.
Ну что, Димарик, вообще шикардосный городок. А вот смотри, да, а это красавец Пятигорск. Ты мне скажи, стены крепости, это чтобы защищать с гор, кто спускается, или нет? Потому что как-то... Защищать город полностью. Там маленький, из гор, так кто будет атаковать? Никакая армия. Снизу они вот высокие, сильные. А вот Помните, где, а вот площади, здесь где мы стена, стояли? да, вот здесь стена. Вот заканчивается, обрушилась, что ли? Да, ну это уже позже. Там ну уже так не, вот просто- не продолжается, там уже неудобно подниматься через город. День 23, солнышко уже стало очень хорошо. Уже небо сразу контрастирует, уже голубенько, классно. Ну что, Шафан, пока. Красивый городок. Отсюда, конечно, не очень, если честно. Вон и самый основной. Красота, старый город, где мы жили. А это уже так. Да вот он говорит, ты может быть и зеленый, но он должен быть большой почему-то. Попробуйте вот это. Вот это, да? Попробовать, да. Ё-моё, а я думал... Зеленая, ну, А, вот так вот. Мароккан. Вот такие тонкости Востока. У берберов сейчас год 2600... Нет, 2900. 69 или 70? 69 или 70. Не знаю точно, я уже не слежу за берберским городом. Вот так вот век живи, век учись. Зеленый. Вот этот большой зеленый апельсин. Ну, вкусный, да. Такой немножко лаймон отдает. Самое дело. Вот такую штучку. Самое дело. Но удивление. Ну что, подъезжаем к городу Владивосток. Скоро будем остановиться. Пожалуйста, берите с собой, если есть скидки, вода. Тоже с собой. если Римский хотите. город. А перед этим надо нам... Перед Перед этим Димка этим сказал, надо солнца что-то сделать. будем Я не знаю, ходить. что он имеет. Какие-то тут у нас реставрационные работы идут. Ну вот видишь, он такой полевой, не как Персиполис. Сейчас этот Волейбилис, он под реставрацией. Обычно мы заходим туда, там есть музей большой, там в него даже скульптуры, карты, видео показывают, как несколько зданий, как Капитоль, как выглядел, как строили, и все основном. И карта, даже план города. Город в него 40 гектаров, около 40 гектаров, жило в него около 20 тысяч человек. Но раскопки прошли только 9 гектар, как бы центр его. У Алили это цветочек, который растет даже до сих пор весной. Здесь это район. А название латинское или римское название это Волюбилис. Волюбилис значит щедрость. 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 Просто в Мексике есть Город Валидолид. был до нашего эра. Он был отдельно от Римской империи. Здесь была другая царство. Юба первый, Юба второй. Юба второй, он женился на, как ее, Клеопатра Сесилия, или как ее там. Клеопатра, я понял. Да. Необычная Клеопатра. Не та? Это мама ее, которая царица. Ну, они зашли когда? Конкретно зашли в 40-м году в В нашем эре. 40-м, да. Мы в Когда 440-м. когда убили Птолемия. Птолемия. Да. Названия такие очень сложные. Да. Птолемия. Его убили. Это он как раз сын Юба II и этот Клеопатра Сесилия. Я понял. Вот они вот все женились даже с египтянами даже. И у Юба II у него было образование римское и греческое. Он был очень грамотный. Что, какое-то имя у него? И как И он торговал с римлянами. Как? Йоба второй? Как? Юба. Юба. Джуба. Если Джу- а, его Джуба. называют Джуба. Джуба. Ну это Юба, еврейское. на Джуба. русском так больше его называют Юба. Джуба. На русском языке. Джуба. Много названий на русском, не как на латинском. Ну Например, да. говорим иногда Геракль, Геркулес Геркулес, да. на русском. То простите, если что-то неправильно скажу. Как просить? Ты все правильно говоришь.
Ну, стараюсь. Мне бы так Вот по-русски это разговаривать. нам не учит Римская империя в нашей программе, это образование и так далее. Как я говорил, что потом убили Птолемея и объединили это царство с Римской империей. И начали ее считать как одна из провинций от Римской империи. Юго-западная провинция. Слушай, а здесь Ее до моря столица далеко? Валео. Можем вот так. Вот они вообще в море, выходили в море через Танжер. Вот. Средиземное море, вот А. самое главное. Вот Танжерское ворота, как раз оно отправлено в ту сторону. Сколько Туда километров приехали. так? Сколько километров? Через Шевчево. Ну, будет 300. Во, это надо сюда припереться. Да. Что поближе-то не нашли? Ближе к Шевчевону, и потом из Шевчевона к 70 километров. Это ничего не Начало скажешь. эры, вот такие мозаики. Чтобы вот цвета, потому что грязно. Да, ярко, ярко. Дом мальчика или так. Звали его Винус. Такое ощущение, что здесь вот что-то как-то обгорело, что-то вот такие они. Это уже сколько веков. Вандали вообще разрушали здесь. Вандали в 429 году. В 4 веке уже не работал. Как видно. Вот первый есть другой. Но он брошен все, вот потом покажу, где он. Фонтаны там, вот ближе к центру, ближе к трамплину. Я люблю вот такие вот. Раньше французы все украли. Даже прилетели вертолеты, но по ночам. Что-то забрали и улетели. Тут видно, что очень мало камней осталось на земле. Ну они что, камни берут? Скульптуры, бронзы. А что, здесь нет охраны, чтобы так посмотреть? Это я говорю во время протектората. А, я понял. Это когда? Французы там все, были все, здесь. все. До 56-го. На вертолетах тогда И они вертолеты начали были? сами раскопки, первые раскопки, это французы начали здесь. С помощью государства марокканского. Это канализация. Там вот они закрыты камнями, и там вот текло вот туда вот. Блин, римляне, а? Молодцы. Начало эры. Такие дела. Волюбилис. Город, который был столицей королевства Мавритания и самой крайней колонией Древнего Рима. Он очень старый. Если уже в 3 веке до нашей эры форт под названием Улили принадлежал Карфагену, который пал в 146 году до нашей эры. На латыни название означает «щедрость», намекая на плодородие почвы. Император Август Октавиан в 25 году до нашей эры сделал наместником Мавритании Юбу II, о котором рассказывает Тарик. Он поставил перед собой цель превратить город в королевскую столицу. Кроме того, Юба был женат на Клеопатре Селене II, дочери Марка Антония и той самой Клеопатры. Дом охотника. Основные строительные работы в Волюбилисе велись во II веке. Город окружал стена длиной 2,5 километра с 8 воротами и 40 башнями. Внутри было около 50 вилл известных патрициев и проживало до 20 тысяч человек, что очень много по масштабам тех времен. Тогда же был построен форум с базиликой и проложен акведук. В ходе кризиса III века Рим утерял контроль над Волюбилисом и никогда больше его не восстановил. А после землетрясения в конце IV века, из-за которого был частично разрушен акведук, жители стали селиться у реки. Из интересной мозаики тоже 4 времена года. 4 сезона. Лица. Лето, осень, зима. Видите, женщина там с платком тоже, покрытый голову. Вот здесь это лето. Пшеница на голове. Пшеницу, ну, Да. осень. Там осень. А, осень там, да? Ну, Там зима. А это весна. С 5 по 7 веков здесь жили общины так называемых латинизированных христиан, о чем свидетельствуют 4 надписи на могилах вокруг Триумфальной арки, датируемые 599-655 годами. Судя по раскопкам, исламизация началась с 708 года, а в конце 8 века его сделал своей резиденцией потомок Мухаммеда Идрис ибн Абдаллах, тем самым основав государство Марокко. По неизвестным причинам город был заброшен в XIV веке, а Лиссабонское землетрясение 18 века поставило жирную точку. Сложно представить, но к моменту раскопок 1830 года из-под земли виднелись лишь верхушки зданий. Город был буквально похоронен в почве. С 1997 года находится под охраной ЮНЕСКО как памятник всемирного наследия. Подвигов Геркулеса. А, Геркулеса. Геракла. Пиф и Геркулес. Вон он этого Да, единорога валит. Это гуся какого-то убивает. Со змеями это его первый подвиг, когда он ребенком был. А, точно. Хотели, Да? задушился. В люльку подкинули. А там что, он там медведя или валит? Лев, Чё? там лев.
Ну вот он собаку выгуливал, был такой подвиг. Это прям подвиг? Собаку Гусей выгуливал? стрелял. Ну, как сегодняшний. Ну это тоже скрывали. Да. Вам бы все осмеять, тут все серьезно должно быть. Это баня, нет? Это баня. Конечно, как баня. джакузи вот читали, сидели вот. Да, плавали. да. Аквариум. Рисунки вокруг и всё. Да ладно. Перевернули. Но сам факт, что этот знак здесь есть, и это реально не наводил. Ну вообще же знак солнца, как бы, да, считался. А на нервы, короче, Ананербо, да. Я когда делал фильм про Ригу, там вот Ананербо, они же так и не нашли сокровища. Тарик, это 40-й год реально? Наши эры? Наши эры, 40-м году. И вот они как вот так... начали строить вот это все, строить эти дома, делать этот красота, триумфальная арка. Первый век, и второй, и третий век в нашем эре. Первый раз вижу, что вот эти мозаики были где-то вот, ну в плане на полу и вот разрушено. Они снимают, знаете, если снимал что-то кусочек, голова только, например, кусочек, снимал и забрал домой. Да Потому ладно. что он получит за нее Ты большие там деньги. пипец А вообще. тогда украли без остановок, что я говорю. Есть несколько мозаики, даже их сохранили в музее. Нашли и их охраняют сейчас в музее. Почему я вот брызгаю вот так вода иногда? Вот видите, как отражается цвет, вот как художники. Тень, где должен быть вот этот часть, вот начинает темнеть, а потом Ну да. посередине били. Как вот сами лучшие. Мне интересно, так смотрите, какие маленькие квадратики. А почему Убрали. остальное не Они понравилось просто что-то? пришли, как время первой реставрации, раскопки положили вот так вот, чтобы могли угадать, понять, что Ну там да, было. да, обалдеть. Ну конечно, голую женщину-то унесли. И ангелок, вон, Наверное, ангел. Бахус, наверное, или ангелок. Нет, ангелок вон там, а Бахус, он бы был бы с бутылкой. Понятно. Как мы с Димкой. Но... Это арка въезда в город, да? Триумфальный, только не въезд, а выезд. Это посреди города, это площадь, где отмечали праздники даже. Приехать, забор был вокруг города, а приехать, заходить в город, и вот первые ворота, там Тенгизские ворота, как главное ворота. Ну да. Это там базилик. что Базилика, видишь да. Сейчас базилик, рядом него есть форум, за ним есть Капитол тоже. И Мы вот туда- как бы мы главный пойдем тоже туда, да? центр. Мы сейчас, да, конечно. Сначала сейчас посмотрим публичный дом. Прекрасный выбор. Как люди искали публичный дом. Там такие указатели. Вот. Стояли в среди города. Остался один, заходите посмотрите. Я могу посмотреть? Не буду это Я сказать перед Я вашей сейчас камерой. определю. В Древнем Риме деловые мужчины для обсуждения бизнеса использовали публичный дом. Эти места назывались лупанариями, от латинского прозвища проституток лупа, то есть волчица. Несмотря на огромное распространение и популярность, бордели старались не афишировать свою дислокацию. Однако для гостей города имелся универсальный указатель – мужской половой орган, задающий направление движения. Такси ориентир. Тоже наш назвали. Слепок с натуры или? Слушай, позавидовать можно. Это есть фонтан. Вот там видишь, акведук. Ага. Ага. Лилась вода здесь, а потом фонтан. Но она Люди такая приходили, своя, взяли точно. вода прямо здесь. Канализация. Город называется Волюбилис. Очень созвучно с тем, что мы видели на территории Персии, современного Ирана, Персиполис. Вот мы видим вот там входные ворота, не очень видно. А вот спускалась вниз триумфальная арка, вот здесь вот она. И все время, когда я оказываюсь в таких вот местах, где жили раньше люди, и меня все время поражало, а по какому принципу, вот почему здесь вот именно? Вроде бы не оазис, но все, есть четкий ответ. Вот там вверху был источник воды.
речки две текло. Вот одно русло немножко пересохшее. Вот там другое. И сейчас мы посмотрим. Вот здесь поля, на которых реально росла пшеница. Они орошались. И вот на вот этих сопках кедры росли. Поэтому все логично. Тут было все классно, четко. И прям можно снимать Володь. А про кедры почитаешь потом. Это дом рыбака? Что это? Дом рыбака. А это дом охотника? Нет, это акробат. Сидит на животном, наоборот. Видите? А что они вместе делают? Держит кубок в руках и бросал бандан. Видите, бандан бросил. Небольшой территории. После показа. Что, залезешь себе сфоткать там? Слушай, базилики тогда были уже. Блин, не ожидал, честно, не ожидал, что так, не ожидали? Что так будет круто. Древнеримский город. Есть да. еще другие, есть, например, Люксус тоже. Тоже здесь же, в Марокко? Да, ну маленький город. Да, были города. Люксус, Тамуда, дальше от Шевчевен, ближе к Танжер. Тамуда, Титуан сейчас его называем. Базилика, дом правосудия, видишь как? Да. Вот я не знал. В Европе базилика это церковь. Это место, где молитва, правильно? Да, да, да. Где молились. Это есть Капитоль. А, Капитоль. Где делали жертвования. Угу. А может звали базилики, они до появления христианства. Христианство, да. Они были вот так, я как понял. дом правосудия. Я У понял. них Капитолий, где режали даже в христианстве нету там жертвования, правильно? Жертвоприношения. А это Капитоль, уже где даже совершили. Вот здесь жертвоприношения были, да? Да. Вот. Немножечко здесь уже добавлено кирпичиков, чтобы было виден объем. А так бы не было понятно бы. Ну, тоже неплохо. Вот мельница для оливок. Вот Сейчас это вот. посмотрим. Бани, как их звали тогда. Конечно, для маслины, Ну для да. оливок. Но она уже реставрирована. Ну, Сразу я так вижу, скажу. там дерево, да. Дерево, да. Вот поставили, чтобы люди могли представить, как это было. Уже кушать пора, действительно. Но я за то, чтобы потреблять информацию. Здесь тоже украли несколько часть. Да уж мы видим, да. Но эту часть вернули, в музее есть. А, вернули? Да. Поймали негодяев? Ну что скажу, Димарик, день сегодня насыщенный, очень все понравилось. Мощно. Но голод берет свою, честно. Сейчас голод не тетка. Голод не тетка, да. Очередной обед за наши деньги, но тем не менее обед. Очень проголодались, идем. Надеюсь, стандарт на $15 плюс чай 10 достаточно, дирхам. Город Мекнес, тоже с крепостными стенами, старый город. В новом мы кушали, в старый город. Территория закрытая, сверху там склады огромные. Там закрыто. снимали фильм Иисус на Назарете. И рядом, вот это, видите, вот так открыто сверху, это конюшня, там, где охраняли свои кони.
12 тысяч лошадей. А вот здесь, вот как квадрат такой, это бассейн, это как водохранилище. Мы сейчас будем спускаться, посмотрим его, хоть пустой, ну, хотя бы, чтобы вы поняли, что есть. То Муля Исмаиль, у него было еще две армии, Абид Аль-Бухари и армия Людая. Армия Людая из северного народа. А Абид Аль-Бухари это вот из южного народа. То есть больше они были как африканцы, чернокожие. Когда что-то вот, какие-то племя в севере, они нарушали что-то, им отправляли южную армию, чтобы их не жалели. Классные штуки. Да. Не забудем, ребята, вообще местные жители относятся к этой стене, к этой крепости, что вы видите в этом городе, очень плохо. Почему? Говорят, он заставил тогда людей это строить. И были тоже арабы, тоже строили эти стены. Даже вот несколько часть, другую часть ближе к воротам, там говорили даже вот тогда, кто-то умер, прямо в стену похоронили его. Ага. Это просто рассказ местных жителей. Ничего не написано, но рассказ местных жителей. Говорят, подальше от этой стены. 12 тысяч лошадей. Вот здесь вот все конюшни, Могли обалдеть. не оставить все здесь. И еще другие места, конечно. В 17 веке, начало 18 веке строили это все. Когда здесь вода Ну, появляется? когда и реставрируют, он постоянно с водой. Бывали внутри, как фонтан, который перетолкают вода. Здесь мы обычно приезжаем, много людей гуляют около вот этого. Ну, вот как он выглядит, когда с Ну водой. да, ну это я понял. Развалины королевского дворца Кинг Касл. Все у них такой большой, не жалели территории. Огромная, конечно, крепость, просто огромная. 40 километров, да, стен, офигеть. А сейчас мы будем смотреть ворота Баб Аль-Мансур. Баб Аль-Мансур это Аль-Мансур Аль-Арадж. Это архитектор, который строил этот ворота. Вообще она была строена во время Мулей Исмаиль, основатель города или строитель города. А потом ее украшал этот инженер Аль-Мансур Аль-Арадж. Это первые ворота. Сейчас уже будем останавливаться. Какие, видишь, это панно заклеили. Крепость в Марокко? Вот это, Вообще да? самый большой, чем мы видели. Нет, вообще в Марокко или вообще Да, в мире? Марокко, нет, ну не в мире, конечно. Самые красивые ворота в арабском мире. Площади. Да, не думал, что вот Мекнес, вот что-то такое. Сюда и Самая опасная пропали. тюрьма, да. И потом вот сейчас уже полностью закрыли на реставрацию. Тюрьма под землей, люди попадали. А вот здание, которое будет видно слева, это Мавзари Мулей Исмаиль, где похоронили вот сам султан Мулей Исмаиль. Который детей много сделал, надел. Это вот был как дом правосудия, а потом, когда умер Мулей Исмаиль, этот султан Исмаиль, его похоронили здесь. А вот крепостные стены в городе Макнес 40 километров. Раз стена, два стена. Слушай, ну я больше крепости не видел нигде. В арабском мире самая большая. Еще есть, ну просто, ну огромная. Я что-то такой крепости что-то не видел. Город Мекнес для нас получился каким-то проездным. Главные достопримечательности закрыты на реставрацию, а остальное мы просто проехали и наблюдали из окон автобуса. Возможно, мы просто опаздывали в Фес, не знаю. Но для вас я сделал короткий ролик о городе, который однозначно стоит посетить. Ну что, в городе Фесе зашли, много в пива, но мы так и не поняли, много. что здесь. Пива много, а толку мало. А толку мало. Короче, я что-то сегодня подустал, но сегодня очень насыщенный день по программе, очень красивые города. В общем, пиво 4,7,
Вы мое мнение знаете, я люблю ИПА. Это все для меня так, просто поставить галочку. Касабланку я попробовал, вот этот флаг попробовал, тот флаг попробовал. Пиво здесь обыкновенное. Дерьмо. Взяли серое вино, 2 бутылки. Взяли самое дорогое за 12, да, долларов. За 11. И взяли за 8,5. Надеюсь, что там будет такое офигенное вино. Именно серое. Чем оно отличается? Грис, написано грис. Я так понял, что это отличается степень приготовления. Но я почитаю, расскажу. Сейчас не могу сказать. Ну и колу взяли по литру 7,5. Когда мы везде брали 0,5 по 7,5. По пятнашке. По пятнашке, да. Все. Магазины типа Carrefour, здоровые такие. Вот это все магазин Carrefour. А алкашка прям в самом боку находится. Ну, относительно небольшой отдел. Только алкашка отдельно, она закрывается в 8, а остальной магазин закрывается позже гораздо. Вот, поэтому кто хочет, ну все дороже гораздо. Виски есть, все дела, но все дороже. Даже просто по балантайцу он 30 долларов здесь. Балантайц. Мы брали 18. Так, для сравнения. Серое вино. Созвучно с городом Волюбилия. Мы были влюбились, а это Волюбилия. Серое вино, грис. Вот так скажу. Такое ощущение, что оно как будто с дымком. Я не знаю способ приготовления. Что скажешь, Димарик? Отель, кстати, должен был быть на центральной улице, но вот что-то не получилось. Где-то Димка я потерял. Пошли. Давай, забирай.